Добрый день из Италии! Сегодняшним выпуском я хочу открыть серию видео о культуре употребления напитков в Италии. И сегодня я расскажу об аперитиве и его видах, и почему для итальянцев это особая и любимая привычка. А бармен Массимилиано приготовит для нас два итальянских аперитива. Задача аперитива – пробудить аппетит, поэтому его пьют перед едой. И для итальянцев это важная привычка. Есть даже специальное для аперитива время. Как правило, это с 17 до 20. В это время вечером итальянцы возвращаются с работы и учебы, встречаются с друзьями и общаются. И это еще один повод насладиться жизнью. На аперитив принято пить некрепкие алкогольные и безалкогольные напитки, и это часть итальянской культуры. В этом заведении аперитив подается с 16:30 до 20:30, стоит 8 евро на одного человека, состоит из коктейля, а также закусок. Поджаренный хлеб с помидорами, оливок, овечьего сыра, сыра стракино с медом, салями, мортаделла и prosciutto crudo. К аперитиву подаются легкие закуски. В Венеции они называются чикетти и часто подаются с просекко. Если вы заказываете апероль, есть правило подавать к нему стуццикини. Это закуски в виде оливок, орешков, чипсов, и если вам их не подали, вы можете напомнить об этом официанту. И чем дороже аперитив, тем богаче выбор закусок. Цены зависят от города и места. В моем городе цена аперитива от 5 до 8 евро. В Риме с видом на Колизей аперитив стоит 30 евро. На Сицилии даже в туристическом месте я встречала за 8. Интересно было для меня узнать, что апероль не пьется вместе с пиццей. К нему подаются маленькие легкие закуски. Популярный мужской коктейль для аперитива – это негрони на основе кампари, джина и красного сладкого вермута. Чинар – это итальянский ликер, настойный на 13 травах, включая артишоки. И этот ликер – основной ингредиент для приготовления коктейля сприц, как альтернатива классическому аперолю. Если вы встретите в меню лищо, это в переводе неразбавленный, и так называется напиток со льдом в чистом его виде, как, например, кампари. Он подается как со льдом, так и в составе коктейлей. Мой знакомый бармен Массимилиано любезно согласился приготовить для нас два коктейля. Вместе со своей семьей они владеют историческим баром «Национале» в городке Альяно. Его семья из Сицилии, и они душевные и прекрасные люди. L'aperitivo italiano come funziona di solito? Solitamente o è prima di pranzo o prima di cena. Si prende, diciamo, quello più famoso è quello fatto con l'Aperol. Quindi è possibile farlo con l'Aperol, che è quello classico, Aperol Prosecco, ok? E poi si può usare la soda o l'acqua gassata, però che sia ben gassata. Altrimenti ci sono anche altre varianti, per esempio, come questo blu che è uscito quest'anno, che è Venturo. Un'altra variante è col Campari, oppure un'altra variante della stessa azienda appunto dell'Aperol e del Campari, che è questo Sarti Rosa con mango e pompelmo rosa. Questo è buono, gli dà un tocco fresco, ci può stare. E niente, ora andiamo a vedere come fare uno spritz. Allora andiamo a mettere il ghiaccio. Ok? Poi, prima cosa, Aperol. Ok. E qua abbiamo messo intanto l'Aperol. Poi aggiungiamo il Prosecco. Via via cala il ghiaccio perché aggiunge liquido, si riaggiunge il ghiaccio mancante. Poi ci mettiamo il Prosecco. E per ultimo un top di soda. E per ultimissimo
una fettina di arancia, che tra l'altro è pure buona questa, bella, bella dolce. Ci si dà una bella mischiata e poi ci si mette una cannoncina e l'aperitivo è completato. Ora andiamo a vedere appunto un'altra versione, che è quella col Venturo, che è uscito quest'anno, che è della stessa, diciamo, famiglia di Tanqueray, del gin. E praticamente ci andrà Venturo Prosecco, quindi uguale allo spritz, e soda. Solamente il cambio è che appunto userò Venturo anziché Aperol. Allora, andiamo ad aggiungere il ghiaccio. Poi andiamo a mettere appunto il Venturo, ok, e poi andiamo ad aggiungere il Prosecco e un toppettino di soda, cannoncina e questo è il Venturo Spritz. Итальянцы говорят, что для молодежи аперитив стал больше модой, в то время как для старшего поколения это традиция. Еще раз хочу подчеркнуть, что все коктейли слабоалкогольные и больше одного бокала, как правило, не выпивается. Потому что после аперитива итальянцев ждет вкусный ужин, который они никак не хотят пропустить. В последнее время в Италии становятся популярными и модными заведения, где подается только безалкогольный аперитив. К такому аперитиву относятся аранчата – это минеральная вода с апельсиновым соком, сан-биттер и кродино на основе цитрусовых трав, джинджер – это горький газированный напиток на основе имбиря и лимона. Безалкогольные и алкогольные напитки имеют горький вкус, потому что именно горечь стимулирует аппетит. Это типичная тосканская закуска, аперитив. Здесь мясная нарезка, салями, прошутто, мортаделла, маленькие пиццы, вяленые помидоры, оливки, грессини. Я купила в этот раз маленькие порционные сыры. Часто в Тоскане подаются выдержанные и полувыдержанные овечьи сыры. И безалкогольный газированный напиток джинджер. Я предпочитаю безалкогольный аперитив. Маленькая бутылочка кродино всегда есть в моем холодильнике. И раньше, когда пластика еще не было, были только такие стеклянные бутылки. И сосед мне рассказал, что давно аперитив зародился именно с такой маленькой стеклянной бутылочки, в которой был кампари содовой. И продавались они в барах с добавлением льда и апельсина. Дата рождения такого коктейля кампари в бутылке 1932 год. В последнее время стало популярным выражение «бон аперитиво», и эта традиция мне нравится, в первую очередь тем, что итальянцы берегут свои традиции, потому что аперитив для них и есть традиция. Есть в Италии такое понятие, как ля перичена. Это уже практически ужин, так как к такому аперитиву подается большое разнообразие закусок, как холодных, так и горячих. Дорогие друзья, как всегда, благодарю вас за просмотр этого видео. Я надеюсь, вы узнали из него что-то полезное и интересное. И если у вас есть вопросы о напитках, пишите их, пожалуйста, в комментариях, и они помогут мне в составлении новых видео. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, и до встречи в следующих видео из Италии.